Сегодня я расскажу вам историю девочки Насти, у которой за 22 года жизни было целых 3 мамы. Настю вместе с маленьким братом в 8 лет изъяли из семьи. Кровная мама была добрым человеком, но когда-то алкоголь ее победил. Дети жили в невыносимых условиях, и их забрали в приют. Всю свою последующую жизнь они ждали, что мама обязательно придет за ними и заберет. Но этого так и не случилось. Настя пережила сначала предательство кровной мамы, потом 5 лет жизни в детском доме, дальше приемную маму, которая могла их избивать и не считаться с ними, и только потом приемную семью, в которой они вместе с братом учились жить заново. Это исповедь ребенка, который до сих пор ищет смысл жизни и пытается понять, для чего ей все это было дано. Вот детство, что я помню из детства, вот когда мы совместно с мамой, с папой жили, в основном это были вот драки, скандалы, папа постоянно приходил пьяный, вот, и постоянно бил маму. Вот ничего хорошего не помню из детства. Конечно, выпивала, потому что, как сказать, потому что если бы я не выпивала, у меня был упадок сил. Она нас не била, не было такого, чтобы она нас там ударила, всегда там как бы любила, даже когда она пила, да, бывало такое, конечно, и бывало это иногда часто после того, как отца посадили, ее мама умерла. Вот, она часто выпивала, но, то есть, она нас не забывала. Она ни разу своим детям не сказала просто «простите меня, дети, что вы вот так». Нет. Она до такой степени себя разрушила к тому моменту, когда их забрали, что она не вытянула бы, даже если бы вот ей дали какой-то шанс. Нет. Нас отправляют в детский дом, я там так плакала просто. Я ждала маму, я думала, она нас отсюда заберет, а тут нас в какой-то детский дом отправляют. Это был самый ужасный воспитатель, наверное, который работал в детском доме. Она могла нас бить железным обручем, там, скакалкой. Один раз мы были как-то в лагере, и она мою одноклассницу избила плетками. У нее вообще живого места не было, у нее все тело было в синяках, которое можно было скрыть под одеждой. Бывало такое, что вот она просто так подходила к ребенку, вот абсолютно. Ничего ты не сделал, просто идешь мимо, она тебя хватает за волосы и говорит: это тебе от мамки, а потом как начинает кулаком бить, а вот это тебе от папки. Настя, привет! Привет! Очень благодарна тебе, что ты согласилась рассказать свою историю, поделиться самым сокровенным. Давай начнем с самого начала, Настя. Что ты помнишь из своего раннего детства? На самом деле, я очень мало чего помню. Почему-то мой мозг, он очень многие моменты просто удалил из моей памяти. Я не знаю, как так произошло, но вот как-то так. И запомнились, самые такие яркие моменты, и на самом деле это в основном только плохие. Хороших, на самом деле я почти не помню. Мы жили тогда на Нижнем Тракторном, у нас в Волгограде, вот, и мама работала в пекарне, отец вроде бы на заводе. До скольки лет ты с ними прожила? В общем, сначала я еще скажу, что бабушка, по папиной линии, она говорит о том, что, брак произошел по залету. Хотя, на самом деле, мама моя была уже в осознанном возрасте, ей было 26 лет, я ее первый ребенок, вот, но как-то вот так вот все получилось. Отцу, по-моему, он ее младше на года 3. С ними совместно я прожила, по-моему, до 4,5, если я не ошибаюсь. А потом произошла такая ситуация, что в 2006 году, 3 июля, отца посадили на 9 лет. Потом 18 июля этого же года, то есть сколько там, 9 дней, по-моему, прошло, умирает мама моей мамы, то есть бабушка по маминой линии. Вот, мама, когда вот отца посадили, она связалась с каким-то еще мужчиной. Вообще хочется сказать, что вот детство, что я помню из детства, вот когда мы совместно с мамой, с папой жили, в основном это были вот драки, скандалы, папа постоянно приходил пьяный, вот, и постоянно бил маму. Мы там, нам не покупали сладости, потому что отец запрещал это делать, якобы, нецелесообразное расходование средств.
И когда вот мама меня отводила в садик или забирала из садика, точнее, когда лучше забирала, наверное, из садика, правильно так сказать, она мне покупала там всякие леденцы, и она приговаривала, что давай быстрее ешь, а то, ты знаешь, что будет, а до дома нам, было идти недалеко. То есть я прям шла и давилась, потому что, я боялась, что папа побьет маму. Да какие отношения с мамой были, Настя? Насколько, все, что ты помнишь, конечно, ты маленькая еще была совсем. Она нас не била, не было такого, чтобы она нас там ударила. Всегда там любила. Даже когда она пила, да, бывало такое, конечно. И бывало это иногда часто после того, как отца посадили, ее мама умерла. Вот, она часто выпивала, но, то есть она нас не забывала. Она там ходила на работу, там у кого-нибудь. У нее не было официальной работы. Мы, получается, когда папу посадили, бабушка моя по маминой линии, она умерла. И мама связалась с еще одним мужчиной, вот, который тоже ее постоянно избивал. Там было еще хуже, чем с отцом. И бабушка, она, в общем, выгнала мою маму вместе с нами. Вот, получается, вернулась мама обратно в деревню, нам там помогли родственники, там одежду понадавали, игрушек. А вы жили в деревне? Настя, вы жили в деревне? Да, мы жили в деревне, в Волгоградской области. Вот, и, получается, официальной работы там нет. Мне 8 лет, нет, мне не 8 было, по-моему, мне было 6. Мне было 6 лет, а Ване, получается, 3. Или даже мне 5, а Ване 2. Примерно, я точно не знаю. Вот, и маленькие дети, нас там и оставить не с кем, чтобы там, допустим, в город ездить, в Волгоград работать официально. Вот, и плюс она начала выпивать, я думаю, что она бы официально и не смогла бы работать. Вот, утром рано она там уходила, работала у каких-то там, жителей, там помогала им прополоть траву, там еще с чем-то помогала, на балаганы ходила. Вот, и возвращалась домой, деньги есть, что-то она там нам давала, что-то на продукты, а остальное на алкоголь. Вот, и получается, по вечерам она пила. А утром снова работа, дом, выпивка. Как получилось так, Настя, что маме пришлось отдать вас в детский дом? С 6 лет, вот, Ване было, получается, 3, нас первый раз забрали, мама, по крайней мере, так говорят жители хутора, что она была пьяная дома. Вот, а мы с Ваней, деревня, мы там гуляли по деревне одни, вот, пошли там у нас в центр до магазина, и там, в общем, сотрудники опеки нас забрали, и маме ничего не сообщили. Вот, это был вот первый раз, нас отвезли в больницу в Среднеактубинском районе, в Среднеактубе прям. Вот, мама к нам туда приезжала, там постоянно привозила одежду чистую, там игрушки, покушать. Вот, и, опека ей дала еще один шанс, сказали, прекратить пить, сделать ремонт в доме. Второй раз нас забрали, это была зима. Мы сидели дома, Ваня там мультики смотрел, мама с нами была, вот, а я болела. Было очень холодно. То есть у нас же денег на дрова не было. Вот, и было очень холодно, я болела, приехала опека с проверкой, вот, и они увидели то, что они так проходили по дому, посмотрели условия, поговорили там с мамой, вот, потом пришли в зал, я там лежу, там кашляю очень сильно, вот, они там очень сильно стали на маму кричать, почему это в таком холодном доме, больной ребенок, вы почему, не ищете деньги на дрова, чтобы было теплее, значит, ребенок у вас заболел из-за того, что дома холодно. Вот, и нас в этот день забрали, отвезли снова в больницу, потому что я болела, вот, отвезли снова в больницу нас с Ваней, вот, и потом мама снова приезжала, и ей снова опека дала второй шанс, но уже сказали, что это последний шанс. Вы должны провести воду в дом, провести газ или там хотя бы, чтобы у вас были деньги на дрова, то есть устроиться на работу обязательно, и перестать пить. И получается, она немножко перестала пить, но потом снова начала.
в 2010 году. Это было лето, мама как раз работала где-то, ну, также по деревне, колымела у кого-то. Вот, и я как бы, получается, вот дом, а я вот тут напротив, рядом. Гуляла там с подружками, а Ваня был дома, он мультики смотрел. И я, в общем, смотрю, как по улице едет микроавтобус. Ну, а я как-то уже поняла, что это опека. Вот, побежала домой. Вообще хотела сначала спрятаться, но я потом как бы подумала, ну, сейчас я спрячусь, а Ваню заберут. Как бы, ну, я не могу такого позволить, чтобы нас как бы разлучили. Вот, я побежала домой, тут как раз этот микроавтобус подъехал. Вот. Хотела Ваню забрать и как бы, ну, куда-нибудь убежать, спрятаться. Но мы не успели, потому что вот как раз опека приехала, они вот в калитке стояли, возле калитки. Вот, и все, и нас забрали. Я думала, ну, вообще, сообщат ли маме или нет. Это тебе подумала, сколько лет было тогда, Настя? Когда нас окончательно забрали, мне было 8, а Ване, получается, было 5. Было 5. То есть все, вот в этот раз вас забрали, по сути, Это было окончательно. навсегда. Да, нас отвезли снова в больницу, мы там снова пробыли, пролежали. Маму к нам не пускали, не разрешали. Вот, опека к нам приехала как-то вот где-то примерно через недельку. Они нам сказали, то, что вот через недельку вы поедете в санаторий, потом мы вас маме передадим. Ну, конечно, что это было вранье. Нас потом отправили в приют волжский. Как вы отреагировали, Наталья? Ну, то есть и детей изъяли, правильно? То есть приехала опека и забрала детей. Да. Я потом узнала, что они находятся в Волжском, где на реабилитацию детей возят, в Волжском. Вот это вот. Да. Наталья, забрали их изначально по какой причине? То есть вы работали тогда, ну, как вот когда первый раз их забрали? Вы работали, у вас была работа, был дом, квартира, что у вас там было? У нас дом. Это, считай, сколько? 80 квадратных метров, частный дом. Много комнат. Как были игрушки. Я приехала, тут, конечно, дома надо было все заводить, потому что у меня тут жили 2 брата, один родной, другой двоюродный. Ну, сами знаете, мужики. Вот, работы здесь не было. Я ходила как бы по людям, помогала заработать деньги, чтобы прокормить детей. Но они мне никогда голодными не были. Потом кто-то вызвал опеку, они приехали. Сразу они же начинают холодильник проверять. Смотрят, у меня пустой холодильник. Я говорю, зачем? Говорю, я буду набивать холодильник. Если они, я знаю, сегодня меня кушают, я говорю, я каждый день им покупаю все свежее. Ну, что-то остается там это, конечно, доедают. Вот фрукты должны, я говорю, но я им покупаю то, что они любят. Зачем я буду покупать деньги тратить, что они не любят? Потом, говорю, выкидывать. Я говорю, если вы не верите, заедьте во все магазины и спросите, покупаю я или нет, кормлю их или нет. И вот тут вот, типа того, они грязные, ходят туда-сюда. Ну а как? Почему я должна не играть в песке, во дворе, считай, там, с детьми? Я что, должна новую одежду, что ли, им это? А какие они должны, если они в деревне живут? Ну да. Сама такая была в детстве. И все. И то, что, говорю, обидно, вот, что обидно, да? Ну, пусть я выпивала, да, я не отрицаю, было такое. Но по то, что, говорю, у некоторых дети, родители пили, как вот это вот, ну, идет с детьми, они там мороженое или там что-нибудь такое едят по дороге. Дети аж смотрят и в сумки заглядывают. И к ним даже, говорю, что интересно, и у них детей не забирают. Да. Вот это вот. Когда ты поняла, что ты в детском доме, и что ты одна, и рядом мамы нет и не будет, когда ты осознала это? Ну, нас вообще сначала не в детский дом отправили, нас отправили в приют в Волжском. Вот, как бы там я ждала маму, да, но я думала, а вообще скажут ли ей, где мы находимся. Ну, как бы я ребенок, откуда я знаю. Да. Вот, и я задумывалась, но мама к нам не приезжала туда ни разу. Ну, как она говорит, ее не пускали.
На самом деле, я не могу точно утверждать, так ли это было или нет. Мы ждали маму. Потому что, вот в больнице мы были, нас она забирала, значит, и здесь заберет. По-любому. Она же нас любит, она нас заберет. Но она к нам даже ни разу не приезжала. Говорит, что ее не пускали, они там не знаю. Наталья, то есть вы навещали их, правильно? Вам дали разрешение, вы их навещали, приезжали к детям, правильно? Да, и вещи, и игрушки, и там сладости, всегда их привозила. Потом у нас и телефон появился, я ей на счет ложила. Общались мы каждый день с ними. А сколько ты времени в приюте прожила? Получается, нас, по-моему, забрали в июле, если я не ошибаюсь. Это был июль 2010 год, а 3 декабря 2010 года нас уже отправили в детский дом. Это, получается, Волгоградская школа-интернат. Я там так плакала просто. Я ждала маму, я думала, она нас отсюда заберет, а тут нас в какой-то детский дом отправляют. А найдет ли она нас там вообще? И, получается, мы ехали очень долго и постоянно плакали. Мы приехали туда, нас встретила директор детского дома, и это был вечер уже. Нас повели ужинать. Никого не было, потому что ужин уже прошел. Но для нас оставили 2 порции. Там давали рыбу, я ненавижу рыбу. И я заистерила, я говорю, я не буду есть, я не ем рыбу. Ой, как директор, просто она меня, наверное, в этот же день не взлюбила, потому что я всегда была со своим мнением. То есть я не такая, я не буду молчать. Если мне не нравится, я это скажу. И она в этот же день меня прям не взлюбила, как она на меня наорала, что я такая капризная, такая хамка. Но на самом деле благодарна ей за то, что они нас поселили с братом в младшую группу. По возрасту я уже должна была к старшим девочкам идти. Но так как мы приехали, такие в слезах все, все новое, воспитатели новые, дети новые, учреждения новые, никого не знаем. Поэтому, я думаю, что для того, чтобы мы привыкли, они нас поселили вместе в младшую группу. Было очень, на самом деле, грустно. Мы там несколько дней просто ревели, особенно ночью. Я там загадывала, Господи, пусть поскорее мама придет, нас заберет. И вообще, чтобы она знала, что мы здесь находимся, а то, может, ей не сообщили. Мы же не могли поддерживать связь. Да. Вообще не было такой возможности. Я не знаю, как так получилось. То есть ты все время, Настя, ты все время держала в голове, что мама она заберет придет, нас, да? Наталья, я знаю, что вы пытались восстановиться в правах несколько раз. Все верно? Почему не получилось? Не знаю, и ремонт сделала, и все. Вроде бы и дом большой, и это. Это и до сих пор не пойму сама, честно сказать. Угу. А суды были, правильно? Да, суды были, да. Так, и чем они заканчивались? Какое решение суда было? Удовлетворительно. Отрицательно. Отрицательно. То есть оставить детей в детском доме, правильно? Да. Да, расскажи про жизнь в детском доме. Как у тебя, во-первых, сложились отношения с твоими сверстниками, да? Какой у тебя был воспитатель? Как в конце концов все-таки у тебя сложились отношения с твоим директором, с директором этого детского дома? Об этом. Так, вообще в младшей группе было очень хорошо. Все воспитатели были такие прекрасные, такие заботливые на самом деле. Одна там постоянно мне сказки читала, успокаивала меня, особенно первое время, потому что я постоянно плакала вечерами. А другая воспитательница, она очень сильно полюбила Ваню, брата моего, прям очень. Естественно, он такой красивый был, малыш, такой спокойный. Он всегда всем нравился на самом деле. Это я была такая со своим мнением, а он такой молчун. И она забирала нас на выходные. Она и Ваню забирала, и меня, и других детей забирала, но чаще всего на выходные к себе домой она забирала именно нас. То меня, то Ваню, то меня, то Ваню. Получается, что пришло время переводить меня на 3-й этаж к девочкам. У нас всего, в интернате было 3 этажа. На 1-м этаже это младшая группа, на 2-м этаже это старшие мальчики, а на 3-м мы, старшие девочки. И пришло время переводить меня на этот этаж. Но мои
мои одноклассники все, одноклассницы, они уже были на 3-м этаже в группе девочек. И они очень сильно мне завидовали, что я в младшей группе. Они однажды вот мне как бы сообщили, что мне повезло тем, что у нас не работает такой воспитатель, как работает у них. А она всех постоянно бьет, она унижает. И они меня очень сильно на самом деле напугали, что я боялась перехода на 3-й этаж. Вот, получается, в какой-то день директор детского дома, она пришла к нам, чтобы перевести меня на 3-й этаж. Я, в общем, так начала истерить, я начала биться головой о пол. Вот, ну и в этот день как бы директор, она такая: ладно, в следующий раз успокойся пока. Мне там глицинчик прописали попить, вот, чтобы типа успокоилась. Вот, а потом еще там несколько попыток было, я снова начинала биться головой о пол, и это действовало на директора, мои манипуляции. Я понимала, что, ну, значит, это прокатит еще раз. Вот, а потом мы как-то были в игровой комнате, и директор снова пришла, она меня схватила просто за руку и говорит: все, как бы, ты на 3-й этаж переходишь, мы тебя тут держать больше не можем. Ну, я снова давай биться головой о пол. Снова начала просить: не надо, умоляла ее, там на колени уже встала, говорю: пожалуйста, не надо, не уводите меня туда, там вот воспитательница, она всех бьет. А она мне не верила. В итоге она вот меня схватила, я там прям очень сильно плакала. Она меня схватила, повела вот в группу, собрали все мои вещи и отправили на 3-й этаж. Там эта воспитательница как раз работала в этот день. Ну, она меня так успокоила, говорит, что вот, все тебе набрали. Вот. Ну, я как-то сначала поверила ей, но потом, на самом деле, все оказалось намного хуже, чем я себе представляла. О, это был самый ужасный воспитатель, наверное, который работал в детском доме, потому что все остальные были хорошие. Ну, да, там были, конечно, некоторые... Они бывало унижали, но чтобы бить, они нас не били. Это вот только одна единственная была. Вот. Она могла нас бить железным обручем, там, скакалкой. Один раз мы были как-то в лагере, и она мою одноклассницу избила плетками. У нее вообще живого места не было, у нее все тело было в синяках, ну, которые можно было скрыть под одеждой. Вот. Ну, как бы был лагерь, и чтобы никто там ничего не заподозрил, она вот ее била там по спине, по животу, там... Вот. А за что она ее била, Настя? Я не знаю, вот этого я не знаю, вот честно. Я не была в курсе этой ситуации, я просто потом увидела, что у нее все тело в синяках. Мы же, получается, ну, как бы там в лагере был такой общий душ, как бы, ну, было видно, что у нее очень большие синяки, вообще живого места не было. Вот. Что еще этот воспитатель делала? Ну, бывало такое, что вот она просто так подходила к ребенку, вот абсолютно. Ничего ты не сделал, просто идешь мимо, она тебя хватает за волосы, говорит: это тебе от мамки, а потом как начинает кулаком бить, а вот это тебе от папки. И все, и потом как бы, ты начинаешь плакать, и она тебе подзатыльник дает, ты уходишь. Вот, ну, просто так. Вообще вот, ничего не случалось, ты ничего не делала, она вот просто могла подойти вот так вот сделать. А с тобой такое делали? Да, это было постоянно. Она со всеми так делала. Когда дети оказались в детском доме, как вы с этим жили? Сложно было? Конечно, это было, да, прямо это. Всегда не вспоминала, всегда это. Плохо, толко ночами не спала. Потом, когда они попали уже в интернат, да, мне уже стало полегче, я знаю, что я поеду с ним съездию. Ты же взрослела, да, мама так и не приходила. То есть вот как с того момента, как вы... Нет, она потом приходила, да. Приходила. Мне потом бабушка телефон привезла, я стала с мамой общаться, вот. Получается, она к нам приезжала, она бросила пить тогда, когда нас уже прям в детский дом забрали. Она бросила пить, она сделала ремонт, провела воду как раз со своим... Ну, на тот момент они были просто сожителями. Сейчас он ее муж. Вот. И на тот момент они вот отремонтировали дом, там сделали какой-то косметический ремонт. Вот. 3 раза она пыталась восстановиться в родительских правах, но 3 раза ей отказывали. Как мне говорит воспитатель, она не платила алименты. Ну да, у нее не было постоянной работы,
Вот, она не платила алименты, а долг там был большой. Вот. Но директор детского дома, нас очень многие семьи на самом деле хотели с Ваней забрать. Было очень много встреч, но перед тем, как идти знакомиться, директор детского дома отводила меня и говорила: ну ты же понимаешь, да, что тебе нужно отказаться от семьи, да? У тебя мама родная есть, ты что, ее предать хочешь? Ты же понимаешь, да, что она вас заберет, мама, а я сделаю все, чтобы она вас забрала. Вот. И когда назначали суд по восстановлению родительских прав, директор перед этим мне говорила, она ко мне подходила и говорила: Настенька, я вот завтра в суд еду, вот сделаю все, чтобы она вас забрала. Я такая радостная, верила ей, и получается, что мы от приемных семей отказывались, и вот мы ей верили, что она нас отдаст маме. Но она писала характеристику маме хорошую, то есть она ей на руки какую-то там бумажку выдавала, хорошую, а в суд она предоставляла, якобы она приезжала к нам пьяная, нами не интересовалась, нам не звонила, но зачем ей звонить через директора, если у меня был телефон, и мы каждый день мы каждый день созванивались, ежедневно. Вот, как бы ежедневно, прям вот постоянно. То есть не было там какого-то одного дня, чтобы мы пропустили, не пообщались. Нет, каждый день общались. Вот, но директор вот писала ей такую плохую характеристику, и в суд не являлась. У меня это в документах все написано. То есть это не я придумала, это не мне мама сказала, это написано в документах, что она в суд не являлась, директор. Вот, и вот каждый раз маме отказывали в восстановлении родительских прав. Настя, то есть ты жила, ты жила вот этой надеждой, что мама тебя заберет, Да. что мама восстановит. Да, у нее не было возможности приезжать, да? Но она далеко жила. Все равно, я, конечно, считаю, что это не оправдание, но вот так. Жила очень далеко, плюс работы не было, привозить было нечего. Наталья, скажите, пожалуйста, вы были против того, чтобы они попали в другую приемную семью? Как бы сказать, да. Самых много хотелось семей. И вот я вот это вот не рассказала, как все получилось насчет приемной семьи. Да. И интернет расформировали. Мне дочь звонит и говорит: мама, я не знаю, что делать. Я говорю: что? Интернат расформировывают, наверное, нас отдадут в семью, но я никуда не хочу. Я позвонила Галине Васильевне, узнала. Она говорит: да. Она говорит: собирайте документы, я вам всю справочку хорошую напишу. Написала, и все равно, Не отдали детей. Да. Угу. Потом это все-таки и взяли с озера Соловинского района. Там одна взяла. А она мне, Настя, все говорила, куда чего. Со мной она запрещала разговаривать с ним. Как вы попали в первую приемную семью? И кто все-таки вас забрал? Все началось с того, что в 2015 году приказали детский дом расформировать. Вот. И, в общем, мне, наверное, где-то за дней 5 до отъезда из лагеря позвонила снова директор. Говорит: я вам нашла такую женщину хорошую из Лавлинского района, такая добрая, и ты вот будешь рядышком жить с Юлей, это моя одноклассница, а ее забрали в деревню, где-то километров 20 от той деревни, где жила вот эта вот опекунша. Вот, как ее называть, я не знаю. Давайте будем называть ее, я не знаю, Инна. И все. Нам отдали вещи, пакеты все уже собрали и говорят: все, до свидания. Все. Мы только приехали, нас отдали этой женщине, и мы поехали в опеку. Там сказали нам подписать какие-то документы. Мы, естественно, не знали, что это за документы. Нам просто сказали: подпишите. Все, мы подписали и поехали на вокзал. Вот, как-то эта тетя Инна, она была, с виду была очень хорошая, в принципе. Но как-то было немножечко с ней тяжеловато в общении, мне не нравилось. Вот, мы приехали, получается, к ней в деревню, она познакомила нас со своей семьей, она жила со своей мамой, со своим родным сыном, ему, по-моему, лет 18 или 19 было, и со своими 2 приемными детьми, Юля и Леня. Эта тетя Инна, она
обращалась к нам, ну, первые дня 3 очень хорошо. Там и гулять нас отпускала, и там деньги карманные давала. Как потом оказалось, эти деньги зарабатывали Юля с Леней. А она у них отбирала эти деньги. Вот. И там ноутбук мне давала, там, чтобы я с подружками пообщалась из детского дома, чтобы там, в социальные сети зашла. Вот. В общем, относилась реально хорошо. Но в один день она почему-то просто без причины стала на нас кричать. Ноутбук мне не давала, гулять нас не отпускала. Мне показалось это странным. А потом звонит мне отец и говорит: «А вы что? Вас что, забрала тетя Инна?» Я говорю: «Ты откуда знаешь? Мы вообще с тобой как бы давно общались». Он такой: «Да вот мы с ней на сайте знакомств как-то общались, когда я в тюрьме сидел, и она мне сказала, что вот я заберу твоих детей, и мы поженимся». А он ее послал, потому что он уже был женат. То есть она нас забрала, позвонила ему: «Я детей твоих забрала, приезжай, будем жениться». И все, и после этого она сняла с себя маску доброй женщины, доброй мачехи, и все, и стала вот к нам относиться так же, как и к Юле, к Лене. Вот. Как она вообще относилась к нас? Она нас била, она нас постоянно унижала, она не разрешала нам, не отпускала нас гулять, это бывало очень редко. По поводу еды, например, нам ничего нельзя было взять с холодильника, ты не можешь поесть тогда, когда ты хочешь. То есть, когда тебя покормят, тогда ты поешь. А как это все происходило? То есть на завтрак нам разрешалось брать, там, допустим, хлеб, масло, например, мед, варенье и чай. Все. На этом все. Иногда они что-то там приготовят, но это бывало очень редко. Потом мы ходили в школе мы часов 11 кушали. Настя, каша, яйцо, что-то такое давали? Очень редко было, очень редко. В основном мы сами кушали, вот. Готовить мы не могли. Они очень редко это позволяли делать. Вот. Получается, вот мы кушали потом в школе в часов 11, возвращались домой в часа 3 примерно. Нам разрешалось там съесть суп или там что-то еще. И все. Все, в часа 3 ты поела, и на этом все. Очень редко бывало такое, что мы еще ужинали в часов 6-7. Там то, что они приготовят, но в основном вот в часа 3 заканчивался наш прием пищи последний, и нам ничего не разрешалось брать. Абсолютно. Один раз бывало такое, что Юля взяла со стола конфету. Просто одну конфетку взяла, и тетя Инна, она ее, в общем, отвела на задний двор и стала ее бить топором. Руки ей топором стала бить, она одну руку положила на пенек и взяла топор, то есть не той острой стороной железки, а я не помню, как задняя часть называется, и она, в общем, стала бить ее по рукам и говорит: «Ты воровка, ты почему берешь все без разрешения?» У нее рука опухла, и я, в общем, тогда Юле сказала, я говорю: может быть, пожалуемся. Потому что моя классная руководительница, она увидела, когда ее руку, она говорит: «Что произошло? Ты мне расскажи честно». Но она сказала, что она якобы сама где-то упала. Вот, и все. Ваню один раз она била просто за тройки. Он один раз получил 3 по математике, он учился хорошо. Но один раз он получил по математике 3, и тетя Инна начала его бить. Вот, я сначала молчала, сама плакала, потому что, Ваня плакала, и мне стало очень жалко. Но я понимала, к чему это приведет, но все-таки я не выдержала и, стала на нее кричать. Я говорю: «Какое право вы имеете его бить?» Тогда и я получила. Вот, в общем, Настя, а как она била, скажи? Она била чем? Чем-то била вас, не знаю. Рукой могла побить, могла полотенцем начать бить. Особенно полотенцем любила бить ее мама. Она иногда ей что-то не понравилось, она начинает тебя бить. Убирались мы очень хорошо, ежедневно мы убирались с Юлей, но этой бабке никогда ничего не нравилось, никогда. Она ни разу нас не похвалила, что ей понравилось, как мы убрались. А я я такая перфекционистка, я очень хорошо убираюсь, просто вылизываю там каждый уголочек, но ей никогда не нравилось. Я вела, помню, дневник свой, и я его, я описывала все свои чувства, там какие-то события, свои переживания, и я его прятала. И один раз тетя Инна, она узнала об этом дневнике, она его взяла, она его сожгла, и в итоге стала на меня кричать, после этого
бить, вот, и смеяться надо мной. Вот. Что еще было в этой семье? Ну, они нас никогда не отпускали гулять очень редко. Мы не отмечали, дни рождения мы в основном отмечали так. Она там купит тортик или там пироженки, посадит нас, идите вон чай попейте, и все. Один раз, не один раз, она мне, кстати, помню, купила игрушку за мои же деньги опекунские, она мне купила мишку, а потом, когда нас от нее изъяли, она этого мишку забрала себе. Вот. Что еще? Настя, ты уже взрослый человек, скажи, вот для чего она этих детей, зачем она брала вас, зачем она брала детей вообще в семью, как ты думаешь? Я думаю, что это был либо финансовый вопрос. Да, конечно, платили мало, я не спорю. Очень многие говорят, да что там платят. Но для почтальона, который живет в деревне, у которого там доход, я не знаю, 10 000, для него нормально за 4 детей получать почти 40 000. Зато хоть на что-то живут. А тут на 10 000 не проживешь. Там еще бабка, конечно, получала пенсию. Она жаловалась вам? Она нам рассказывала, что там приемная мама была такая жесткая, первая семья. Да. Жаловалась, да? Да, мы без толка не едим ничего. Мать ее говорит, вон щи ешьте, а сами берет сыры, колбасы там, все вот это. Я говорю, правильно, за ваши деньги, и кушают. Потом она мне как-то говорит, мам, тетя Оксана Ваня что-то там побила или что-то, не помню вот это вот, было такое. Да. Я говорю, скажи ей, еще раз, говорю, тронет, я уже по-другому буду. Пусть я лишена родительских прав, но я сделаю по-другому, говорю. Обращусь к своему участковому, и они, и все, потом вроде бы тишина. Потом она мне звонит и говорит, мам, у меня ухо болит. Я говорю, что у тебя болит? Не знаю. Я говорю, тебя это не ждет сам? Она, нет, мам, я не знаю. Не знаю. Я говорю, давай говори мне правду. Я говорю, я все равно знаю. И все, она говорит а что там, ей 14 лет, она уже паспорт и сама имеет право получать опекунство. Да. И все, она ее ударила по уху, и она ничего не слышала. Кошмар. Я ей говорю, Настя, иди, сходи, скажи там директору или учительнице, кому-нибудь скажи, мама, я боюсь, хуже не будет. Я говорю, Настя, хуже не будет. Просто даже если, что, говорю, возможно быть в другую семью там, или может быть опять в какой-нибудь интернат там. Это, говорю, ты понимаешь, говорю, это если она такое делает, она может и прибить, потому что, говорю, много случаев были такие. Настя, как вы оттуда сбежали из этой семьи? Расскажи. Вообще, получается, нас же били, и мы сначала очень боялись пожаловаться. Точнее как, я сначала пожаловалась директору детского дома, и она мне говорит, да что ты сказки придумываешь? Тетя Инна очень хорошая, она не может такого сделать. И вообще это не мои проблемы, ты мне сюда больше не звони. Все. Я пожаловалась бабушке, она тоже мне не очень поверила на самом деле, и пожаловалась маме. Она говорит, ты пожалуйся учителям в школе, чтобы вас хотя бы в детский дом забрали, а я начну собирать документы. Она тогда хотела собрать документы, еще когда детский дом расформировывали. Но я отказалась из-за финансового вопроса, потому что у нее уже тогда был малыш, мой младший брат Максим, и я боялась, что они нас не потянут троих, и я боялась, что заберут в итоге нас троих в детский дом. Не дай бог. Поэтому мы не желали с Ваней такой участи Максиму, нашему брату, и поэтому мы отказались. Но в тот момент, когда тетя Инна нас начала бить, я уже была согласна. Я думаю, как-нибудь, но справимся. Но я боялась пожаловаться учителям, потому что Юля мне сказала, что она за 11 лет, что прожила в этой семье, она очень много раз жаловалась и сбегала.
Но опека снова и снова возвращала ее в эту семью, и ей становилось еще хуже в итоге. Ее за это наказывали, снова били. Вот. И, естественно, я боялась после этого пожаловаться, потому что, понимала, что смысла нет, нам никто не поможет. Вот. И однажды мы даже как-то с Юлей пытались покончить жизнь самоубийством, мы пытались даже резать руки, но мне это было очень страшно, потому что, я как-то крови боюсь, и этот вариант мы отвергли. И один раз, в общем, тетя Инна со своей мамой, они ушли, по-моему, почту разносить. Или же, я не помню, куда-то уехали, по-моему, к своим племянникам, точно не помню. Вот. И мы тогда взяли аптечку, просто выгребли все таблетки, которые там были, и их вот съели. Я не помню, сколько я съела, по-моему, около 28, если не ошибаюсь. А Юля съела больше. И если меня в сон тянуло, я где-то минут 20 просто полежала, и мне после этого полегчало, то Юлю очень сильно рвало, ей было очень плохо, она говорила, что все, она, наверное, умрет, а я очень сильно боялась, я думала, все, очень как-то было страшно. Но в итоге вот она всю ночь ее рвало. Тетя Инна с мамой спали, они не слышали этого. Вот. Но к утру ей полегчало. И стало все хорошо, но после этого я как-то подумала, а как же Ваня будет? Я-то умру, а Ваня как после этого? Он останется один. И все, после этого я такая, нет, я больше так не поступлю, я так больше не сделаю. Что-нибудь, как-нибудь, но я придумаю. Как-нибудь мы отсюда выберемся. Да, расскажи, вот как забрали вас, да. Да, вот, в общем, один раз я плела, я занималась таким занятием, это было мое хобби, фенечки из ниточек. У меня, в общем, выстроилась в школе прям огромная очередь, и я начинала это все делать. Вот. Тетя Инне это не понравилось, она стала на меня кричать, она говорит, я сейчас все это выброшу. Вот. Первый раз я просто спрятала, а во второй раз, когда она снова меня за этим застукала, то есть я уже выполнила все свои домашние обязанности, я сделала домашнюю работу, и появилось свободное время, я стала плести. Она снова ко мне подошла и говорит, ты что, меня не поняла? Я говорю, мне же нравится этим заниматься. Да кому это вообще нахрен надо? Она говорит, только матом. Она говорит, кому это надо вообще? Ты, занимаешься ерундой, пошла бы лучше делом бы занялась. Вот. Она говорит, если ты сейчас не уберешь, я тебя, сейчас и забью. Я продолжила, я промолчала, но я продолжила этим заниматься. В итоге она подошла, схватила все это и ударила очень сильно меня ладошкой по уху. И стала на меня кричать. Но у меня, в общем, в этот момент очень сильно заболело ухо, и был какой-то шум в ушах, и я ничего не слышала. Я подумала, все, значит, я уже оглохла. Вот. И после эту ситуацию вообще я рассказала своей подружке в школе, а у нее мама работала завучем. И я просила Соню, пожалуйста, не говори, пожалуйста, а то нам станет еще хуже, ты же понимаешь. Но она не смогла промолчать, она рассказала своей маме, мама ее вызвала опеку, и все, и вот тогда нас забрали. Нам, конечно, опека говорила, может быть, все-таки вы там останетесь, может быть, все-таки да, может быть, отношения наладятся, но я шла на отказ, я говорю нет. Вот. В итоге подписали бумагу, то, что с нами тетя просто не справляется. То есть не из-за того, что она к нам плохо относится, а вот просто она с нами не справляется. Вот. Но учителям мы очень сильно понравились, нам пытались найти семью в этом хуторе. Вот. Некоторые хотели нас забрать, но все не хотели связываться с этой тетей Инной. Татьяна Викторовна, а давайте вспомним ту семью, из которой они ушли. Вот их ли изъяли, я так и не поняла. Или они сами попросили, написали заявление. Что там случилось? Почему такая вот история неприятная с ними приключилась? Там корень кроется в самом, почему они туда попали. Потому что семья, куда их взяли, она сначала познакомилась с их отцом, который сидел на тот момент в тюрьме. Он ей сказал, что у него 2 детей, что они в детдоме. И женщина, которая решила, что возьмет детей его, и, соответственно, придет мужчина в дом.
А у мужчин совсем не было таких планов. Ну, сами знаете, да, в тюрьме лишь бы там посылки посылали, там денежки и так далее. Она их привезла, и он тут же ей быстренько сказал, она говорит, вот дети мои у тебя. Но он ей быстренько сказал, что типа я женат и не нужна, и все такое. И тут сразу же пошел конфликт. Они ей, в общем-то, в принципе, были и не нужны. И поэтому пошла коса на камень, но Настя уже была взрослая, со стержнем. И она просто-напросто в один прекрасный день пришла в школу и сказала, что мы туда больше не пойдем, там плохо. Вот так их и забрали. Мгм. Ну, а Настя рассказывает какие-то там страшные вещи, что она их била, детей этих. Да. Это было, да? Да, Это ну, было, они да? мне тоже рассказывали, что и била, и есть не давали. Ну, много историй таких. Но это уже А сколько? со слов сказанных. Но там же и другие, и Юля с той семьи пришла, и до этого девочки были, которые убежали просто. Так что я думаю, что может быть и правда, но утверждать я не могу. Со слов детей, из того, что другая девочка убежала, и Юля рассказывала, что да, было жестокое обращение. Вот, они нас забрали и вспомнили, что в хуторе есть женщина, ну, семья точнее, которая хочет забрать приемного ребенка, но они хотели младенца. Ну, у них не было своих детей, не получалось, вот, но они хотели только младенца. Они рассматривали в основном только до 5 лет, но не взрослых детей. Но они такие, ну, давайте попытаем удачу, а вдруг захотят. Вот, мы подъехали. Опека, ну, сотрудники опеки пошли поговорить с ними, вот, и как мне сказала потом приемная мама, мы сначала отказались, потому что, ну, мы хотели маленького, а вы тут, вас двое, еще и взрослые, вот, и плюс она говорит, мы только переехали в этот дом, у нас ни ремонта, вообще никаких условий не было для вас, ни кровати, вообще ничего, но она говорит, сотрудники опеки ей сказали, что они пойдут навстречу, главное, заберите этих детей, вот, она такая говорит, ну, хорошо, если они сами этого захотят, если они согласятся, то хорошо. Вот. Ну, в итоге вышла эта мама приемная, мы ее сначала тогда называли тетя Таня, вот, ну, такая хорошенькая, такая добрая женщина, вот, ну, в итоге она говорит, хотите к нам в семью? Я такая, ну, наверное, да, вот, ну и все, в итоге нас все равно забрали в больницу, вот, к нам это тетя Таня, ну, на тот момент я ее так называла, тетя Таня к нам постоянно приезжала, привозила гостинцы, вот, ну, в общем, все было хорошо. Вот. И, кстати, в этой больнице на тот момент лежала мама одна со своими 5 маленькими детьми. Самый младший было на тот момент 5 месяцев, а старшему, по-моему, лет 7 было. Вот, их было 5, они все были такие чумазые, были очень невоспитанные, они постоянно все воровали, все ломали, вот, и я их из-за этого не взлюбила, они мне так не понравились. Но самая маленькая, которая 5 месяцев была, Леня, получается, мама их постоянно днем уходила бухать, и ночью возвращалась только пьяная. И весь день вот эта вот маленькая малышка, она была одна. Ну, как бы нянечки в больнице, они ее относили в самую дальнюю комнату на весь день. Ну, они так приходят, там покормят и все, и уходят дальше заниматься своими делами. Ты говорила, что она с мамой была, нет? Да, но она постоянно уходила. Она уходила на весь день бухать. И потом приходила... Из больницы? Да. Вот, ну, нам с Ваней стало ее очень жалко, и поэтому мы ее, ну, у нянечек просили разрешения, чтобы ее забирать, там, кормить, спать укладывать, ну, чтобы она не плакала. Ну, это очень тяжело было слышать. Вот, и получается, что вот мы ее нянчили, а потом ее и ее брата забрали в дом малютки в Волгограде, где работала моя двоюродная тетя по маминой линии. Вот такая вот судьба. Вот. А остальных детей, 3, их отвезли в коррекционную школу. Вот. Ой, в коррекционную школу-интернат. Вот. Ну, а нас, получается, забрала вот эта вот тетя Таня. У нас вообще своих детей нет, потому что мы с мужем знакомы с детства, сошлись мы уже за 40, вот, и поэтому мы сразу, до того, как съехались, мы с ним договорились, что возраст у меня большой, и
может не быть. Он мне сказал, что на свете детей много есть, кому нужны родители. И вот мы пошли, обучились и так. Ну, вообще, во-первых, знаете ли вы что-то о кровной маме? Знакомы ли вы с ней? Что это за человек? И почему так получилось, что она оставила этих детей? Да, мы с ней общаемся даже сейчас. Вот на Настиной свадьбе были вместе. Ну, у человека проблема с алкоголем. Если она не пьет, замечательный человек, вполне симпатичный, адекватный, веселый, очень глубокий, внутри есть о чем поговорить. Но и у нее нет зависимости, вот как у алкоголиков, понимаете? У нее это, она сама себя вгоняет туда. Но так человек неплохой. Но она до такой степени себя разрушила к тому моменту, когда их забрали, что она не вытянула бы, даже если бы вот ей дали какой-то шанс, нет. Что когда мы с мамой разговаривали, с кровной мамой разговаривали, но она очень хотелось восстановиться в правах, как я поняла, но решение суда было отрицательным, то есть ей не дали этих детей. Через мою жизнь прошло столько людей. Я вам хочу сказать, что нет. Понимаете, я думаю, со стороны своего опыта вы поймете сейчас, о чем я вам хочу сказать. Есть человек, который у него одинаково внутри душа, что хочу, и показываю то, что есть. А есть вот там сидит мертвая, а вот здесь вот это вот шут этот, он говорит, да, я сделаю, нет. Поэтому я, когда первый раз я с ней встретилась, а Ваня тогда был еще маленький, она попросила, я в город их повезла, я сразу поняла, что нет, там возврата там нет. То есть я не такой человек, вот у меня и другие дети. Общаться, пожалуйста, если я вижу. И Ваню я туда отпускала, и Настя ездила. Но чтобы она восстановилась и начала... То есть она о себе больше думает, как мне плохо внутри, вот о чем я говорю, выжжена, она вот в этом живет. А на самом деле Создатель ей столько дает благ, такие дети, золото, а не дети. Мужа второго ей дали, просто, как говорится, манна небесная, но она даже и тут глаза не открыла, понимаете? То есть там я сразу поняла, у меня это сканер. Нет. Татьяна Викторовна, а вы с ней когда-нибудь по душам говорили? Она вам плакалась? Ну, то есть вот она, как к женщине, да? То есть она рассказывала свою боль? Да, мы с ней разговаривали один раз. Но, честно, если сказать, там не вся правда. Не вся. То есть человек выдает то, что хочет на поверхность. То есть, понимаете, когда ты проработан внутри, ты скажешь, она ни разу своим детям не сказала просто «простите меня, дети, что вы вот так». Нет, человек не проработан внутри, у нее нет к ним ни любви, ни жалости, ни понимания. Если есть материнский инстинкт, да, и если есть вот это чувство матери, да, его можно преодолеть любые преграды, любые препятствия, любые болезни, любые сложности, но прийти к своим детям и забрать их и быть с ними. Да. Всем можно. У нее был такой шанс? Был. Как вы думаете? Но и не один, она их не взяла. Понимаете, вот чтобы сразу было понятно, без разговоров, Да. шансов было много. Но ей это было не нужно. Она ушла в самобичевание. Она не думала о том, что детям плохо, что их забрали. Она сразу начала плакаться. За что мне это? Мужик ушел. А в конечном итоге, в последнюю очередь, еще и детей забрали, понимаете? И она не учится. Понимаете, это не есть плохо, она не плохая. Она замечательная женщина. Поэтому нельзя сказать, что она плохая. Но просто она родилась с таким
Ну, тем, что у нее нет этого стержня. Первое время, вот получается, где-то около месяца-полутора, было очень классно. Мы там вместе куда-то ездили, мне так они понравились, такие добрые, такие хорошие, там, ну, в общем, все было классно. Мне она очень понравилась, но мы ее мамой не называли. Мы так, тетя Таня, дядя Вова, все. Вот, но они очень хорошие были. Вот, но потом забрали приемную сестру Юлю, старшую, которая была в первой приемной семье. Леня не захотел уходить, он сказал, как я буду смотреть в глаза приемным родителям тем. Вот, ну, в одном хуторе-то живем. Вот, ну, а Юля, она в итоге тоже сначала отказалась, но потом какой-то конфликт снова произошел в той семье, и ее в итоге вот наша тетя Таня забрала. И когда вот ее забрали, наши отношения на самом деле с приемной мамой очень сильно поменялись, но первое время нет. Потом, да, она почему-то вот стала больше времени проводить с Юлей. Они там, ну, постоянно там какие-то у них доверительные были отношения. Вот. Забрали потом как-то даже на каникулы ее сестру старшую. Она, ну, не ходит вообще. Она была в каком-то вот доме инвалидов в Волгограде. И мама приемная согласилась ее вот забрать на каникулы. И было обидно то, что с этой сестрой очень часто оставляли меня. То есть, ну, там, допустим, мама приемная куда-то едет, ну, там, во Фролово, там, Михайловку, ну, у них там дела очень часто были, и они вот постоянно разъезжали. Вот. И если раньше брали меня и Ваню, то после этого брали только Юлю в основном. А нас, ну, брали очень редко, и мне становилось очень обидно, что я должна была сидеть вот с Юлиной сестрой. Она очень тяжелая, она же, ну, даже, ну, как бы в туалет сходить не может. И все вот это вот на мои плечи 14-летние, я ее должна была поднимать там и на кровати, и в туалет ее. Это было очень тяжело, и мне становилось от этого обидно. Плюс, когда если я маме что-то, ну, что-то такое рассказывала, секреты какие-то свои, она это потом обсуждала с Юлей, и мне становилось очень, ну, обидно, и доверие пропало. Вот, потом забрали вот этих вот 5 маленьких детей, которые были со мной в больнице с Ваней. То есть вот эта маленькая Лена, 5-месячная, ну, на тот момент ей уже 10 было. И вот эти вот остальные дети, получается, Андрей, Олег, Настя, Данил. Расскажите, когда они пришли в дом? Что для вас было самым сложным, самым трудным? Может быть, вы чего-то не понимали? Или у вас сразу случился контакт, любовь, понимание, и вообще просто все было замечательно? Или как-то было по-другому? Нет, проблем не было. Мы сразу нашли контакт. Ну, у Насти, у нее такой, знаете, как, не скажу сложный характер. Мы, наверное, с ней одинаковые в чем-то. То есть сошлось 2 сильных человека, скажем так. Вот. У нее тоже мужской стержень, больше, чем женский. Так. Вот. И она хотела стоять на своем в чем-то. Я, если, допустим, ну, со стороны своего опыта, скажем так, да, если я знала, что там можно сделать какое-то попущение, я на это закрывала глаза. Но если уже Настя начинала бунтовать, конечно, у нас какое-то время были притирки. Но чтобы сказать, вот, что какие-то конфликты или были, нет, такого не было. Татьяна Викторовна, ну вы о себе не рассказали. Чем вы сейчас занимаетесь? Настя мне сказала, что у вас большое фермерское хозяйство. Это так? Да, у нас сейчас 70 голов дойного скота. На откорме есть скот. Вот. Ну, до этого еще у нас было 180 голов свиней. Мы изготавливали продукцию, и пельмени, и манты из разы, и тефтели, и колбасы разные. Но потом, Настя вам говорила, наверное, у нас еще малыши появились, а потом вот еще 2. Да. И просто уже не успевали мы. Сейчас мы делаем, но не очень много. Так вот, чисто, как говорится, для себя, чтобы оправдать затраты, ну и людям, которым нельзя отказать, скажем так. Ваня с Юлей, они стали помогать вот именно по хозяйству. Я в основном была ответственна за уборку в доме, там за посуду помыть. Ну, готовить я не готовила, потому что я не умела. Вот. А так вот, посуду помыть там ежедневно, ну, и сидеть с детьми. То есть вот с этими вот
5 маленькими детьми, вот сидела я и Юля. Но чаще всего доставалось мне, то есть я прихожу со школы, и все, и вот твои дети, сиди. Но в основном вот 4, которые постарше, они как-то, сами могли посидеть там, поиграть, мультики посмотреть. Ну, а Лена, ей было 10 месяцев. Куда ты ее одну оставишь? Не оставишь ее вообще. То есть за ней глаз да глаз. И я вот там сижу, готовлюсь к ОГЭ, она со мной рядышком. Там, мне гулять идти, без нее меня не отпускали. Потому что ни у родителей времени нет. Юля в основном ходила гулять сама. То есть, ей разрешали родители. Я не знаю, почему сложились такие отношения, что к ней относились как-то по-другому на тот момент. Но вот ей разрешали одной гулять, а мне только вот с Леной. И я там иду с подружками гулять, Лена со мной. В общем, всегда везде была со мной. Мои подружки, ее подружки. А скажи, какая вообще мама по характеру, приемная? Она такая, она добрый такой человек. Она такой добрый человек, но если там ее детей обидят, то она таким вообще злым становится человеком. То есть за детей она прям горой стоит. Татьяна Викторовна, расскажите, пожалуйста, про Настю. Настя она вообще очень открытая девочка. Вот как я поняла из разговора с ней. И она очень много рассказывает той правды, да, о которой никто не говорит. Потому что мне кажется, что у нее очень много боли здесь накопилось в душе, и ей хочется этим поделиться. Смотрите. Ваня, он открытый был, впитывающий такой ребенок, открытый. Сразу видно было, что ему не хватало ласки, понимаете, как хотелось ему, да? А Настя, она совсем другая. Ее это до такой степени, как сказать, она закрылась. Даже когда человек улыбается, то есть, скажем так, человек, который живет под маской. Она и сейчас живет под маской. И не далее, как позавчера мы с ней почти 2 часа проговорили. Она собралась идти к психологу. У нее очень заниженная самооценка. Она считает, что она некрасива, что она ничего не добьется. И это мы с ней прорабатываем уже на несколько лет. Но все равно она к этому опять возвращается. И я ей сказала: Настя, психолог не поможет. Если ты первый раз пойдешь к психологу, ты всю жизнь туда будешь ходить, потому что он каждый раз из одного будет перетекать в другое, потому что он не знает этого как раз-таки корня, из чего это идет. Эта травма идет не от того, что их бросили, предали, потом еще раз одна семья предали. Нет, она замкнулась еще гораздо раньше. Но психологически, я не знаю, эту травму вытащить. Но я думаю, что вот сейчас замужество, одно дело жить с мужчиной. Понимаете? Меня как женщина, да? Да. Одно дело, когда ты встречаешься, потом переходишь в стадию, когда ты живешь с ним вместе. И совсем другое, когда ты уже понимаешь, что все, я уже законная жена. Она сейчас расправила плечи, она стала немножко поувереннее. Но все равно этот ее олененок, он внутри каждый раз вылазит и говорит: ой, боюсь. То есть каждый раз, на каждый экзамен, куда-то пойти на работу устроиться, мы с ней каждый раз проговариваем это. Мне показалось в словах Насти, что у нее есть некая ревность. Вот у вас еще потом появилась еще одна дочь, да? И мне показалось, что Настя в своем интервью, она всегда как-то так подчеркивала. Вы знаете, она говорит: я не понимаю, почему мама как-то всегда выделяла Юлю, но не поддерживала, и поддерживала Юлю, но не поддерживала меня. Почему-то у нее такое чувство, что как будто ее как недолюбили или не додали ей чего-то. Как вы думаете, с чем это может быть связано? Это ее червячок, понимаете? Когда живешь с ними, видишь, Юля, она уже пошла не туда. И нужно было, так как она была старше, и времени оставалось мало, год, нужно было переломить хребет, чтобы не засосало. Все равно там трясинка немножко до самого дна упала, а теперь поднимается. Не хватило немножко времени. А Насте, наоборот, ей не надо. Она получала столько любви, когда надо, было гипер.
Но больше, понимаете, если бы я ее заласкала слишком, вы представляете, что было бы, да? А как получилось так, что ты уехала? Ну и достаточно рано уехала из этой Я семьи. прожила у них всего год, да. В общем, мне стало как-то... Я испугалась того, что Юля поступит и уедет, а я останусь одна. И то есть у меня вообще не будет времени свободного, то есть я постоянно буду с этими детьми. И мне на самом деле за этот год я очень устала. Да, ну, дети должны помогать родителям, но как бы не в ущерб себе. Я как бы... Мне было очень обидно на тот момент, мне было 14 лет, и я очень обижалась на родителей из-за этого, я постоянно истерики закатывала. Но в основном я молчала, я не рассказывала им свои переживания. Иногда только бывало, говорила, да какого вообще перепуга, я должна с ними сидеть. Вот. А так вот, ну, я испугалась, что я останусь с этими детьми одна, и то есть мне еще 2 года терпеть вот этих вот детей, которые просто пришли и твой комфорт в жизни они просто вот поломали. Вот в 17-м году я поступила в колледж и стала, наверное, в году 18-м я уже стала возмущаться приемной маме, почему все так. Потому что Юля, она полгода проучилась, бросила колледж, приехала обратно в деревню, начала встречаться с каким-то 36-летним мужиком и забеременела от него. А я вот такая вот хорошая, прилежная ученица, вот и отличница, и все, и со мной вот так вот поступали. И мне становилось от этого дико обидно, что, ну, вроде вот я и стараюсь, и все, и пытаюсь заслужить какое-то более уважительное отношение к себе, и пытаюсь завоевать любовь приемной мамы, но получалось вот такое вот как-то не очень справедливое отношение. Вот скажи, что бы ты хотела сказать своей маме? Вот сейчас уже, посмотря на свой путь, ну, такой сложный путь, вот что ты ей хочешь сказать? Что осталось невысказанным? Ну, нужно было просто, как это сказать, да, я не знаю. Нужно было быть более сильной, потому что в этом мире была не только ты, но и твои дети. И, ну, как бы... Ну, я понимаю, что не только из-за нее, но и из-за отца вот мы прожили такой вот сложный путь. Но можно было постараться, чтобы этого не было. То есть, как бы опека давала 2 раза шанс. Ну, а ты им не воспользовалась, а надо было. Если бы такого не было, то было бы все хорошо, наверное. А может быть и нет. Может быть, просто судьба такая, и если бы, не знаю, не пережила бы я детский дом, то стала бы я таким человеком или нет. Может быть, все-таки это нужно было для чего-то. Настя, ты простила свою маму? Да, маму, да, отца нет. Ну, не могу. Может быть, и простила, но не хочу с ним никак общаться, абсолютно. Вообще, не хочу ни видеть, ни общаться. Наталья, скажите, но если бы дети остались с вами, у них бы по-другому сложилась судьба, как вы считаете? Ну, я даже и не знаю. Может быть, и по-другому. Может быть, они тоже и дома были бы, как бы это... Ну, у Насти все, то есть у Насти все сложилось очень успешно. И закончила колледж, и благополучно вышла замуж. Все отлично она. Да. Она сначала в школу пошла с детям, и она была отличница из класса. Да, она у вас умница, конечно, да. И все, вот так вот это. Наталья, ну и последний вопрос. Скажите, вы чувствуете вину перед детьми? Ну, как сказать, ну чуть-чуть чувствую. Конечно, жалко, что так все получилось. Я говорю, и в городе жила, читать с мужем жила. Сама воспитывала их, сама как бы сама. Потом вот это я сошлась со вторым. Он, конечно, их полюбил. Он все тоже для них. И потом они его начали называть папой. Думаю, ну ладно, подрастут, потом, может, там это по-другому будет. Нет, вот сколько мы лет уже, 16 лет в августе было, как мы вместе. И они вот до сегодняшнего дня его называют папой.
Первый папа нам вообще, он нам никто. Тут вообще он не помогает, ничего. А у нас только один папа. Папа Саша. Настя, я знаю, что ты совсем недавно вышла замуж. Кто стал твоим мужем? Расскажи. Ну вот уже почти 8 лет почти в декабре будет. 8 лет? Да. Да, мы в 15 лет познакомились. 15 лет. А тебе сейчас сколько? Мне сейчас 22, 23 будет в ноябре. И Саше Тебе тоже уже 23. Да, мы... Конечно, никогда не скажешь. А когда вы сыграли свадьбу? Мы сыграли вот 8 августа этого года. Готовились мы целый год на самом деле. Вот было очень сложно. Мы планировали очень пышную свадьбу. Это было какой-то нашей мечтой. Было, конечно, очень сложно накопить. Мы во всем себе отказывали весь год, но мы это сделали. И плюс нам еще помогла Сашина мама немножко, моя родная мама тоже немножко, и приемная мама. Ну, то есть все понемножку помогли. На самом деле мы им очень благодарны. И вот сыграли эту пышную свадьбу. Было очень круто. Я Настина мама, и хочу вам сказать, я вышла сюда, чтобы рэп прочитать, и папа со мной, но только душой, не смог он сегодня приехать со мной. Я вас поздравляю, Настюша и Саша, пусть счастливы будет всегда семья ваша, пусть дети рождаются, мальчик и девочка, чтобы в доме звучал звонкий смех всегда громко. Татьяна Викторовна, расскажите, пожалуйста, о том, как прошла свадьба. И все-таки, я так понимаю, вам пришлось на свадьбе Насти встретиться с кровной мамой, познакомиться с ней. Вот какое у вас было чувство, насколько вам было вообще комфортно вместе находиться с этой женщиной? Отношения у нас нормальные. И чувствовали мы себя прекрасно. Просто было, конечно, смешно, потому что со стороны Насти было 2 мамы. Но папа у нас не получилось поехать, а то бы еще и 2 папы было бы. Так что она у нас насчет этого богатая невеста была. Свадьба прошла замечательно. Я думаю, что они были довольны. Вот. Все как они хотели. Все как они запланировали. Ну, а с нашей стороны что было? Поехали, меню обсудили. В чем она мне сказала: мам, я в этом ничего не понимаю. Я приехала, все сделали как положено, как им хотелось. Ну, мы, соответственно, с родительской стороны знаем, что нужно на стол поставить, чтобы хватило и чтобы хорошо выглядело. Оплатили, погуляли, отдали. Вот так вот. Какие слова тебе сказала, слова напутствия сказала мама и приемная мама? На свадьбе? Да. Ну, это мама там родная пожелала 4 сыночка и лапочку-дочку. Господи, не надо, пожалуйста. Не хочется столько детей. Дочка. И дочка, и сыночек. А лучше всего могу сказать 4 сыночка и лапочка-дочка. Пам-парам-пам-пам. Вот и заказики полетели. Вот, а приемная мама мне вообще там рэп сочинила, спела. Я даже в Инстаграме это показала. Вот, было так неожиданно. Но я знала, что она готовит какой-то сюрприз, но она не говорила, что именно. Мы прям... Это было очень мило. Настя, то есть скажи, какой у тебя вообще самый счастливый день в твоей жизни? Наверное, свадьба. Свадьба? Я думаю, да. А мама для тебя это кто? Ну, мама — это тот человек, который любит тебя просто за то, что ты есть. За то, что ты есть. Который тебе помогает, который тебя поддерживает во всем. Который тебя любит. Просто любит. А что для тебя значит полюбить? Ну, для меня, вот знаете, есть же 5 языков любви. Для меня любовь — это когда обнимают, когда говорят какие-то приятные слова, когда поддерживают и когда дарят подарки. Я подарки люблю. Наталья, что бы вы хотели сказать, какое напутствие хотели бы сказать своей дочери на будущее? На будущее. Да. Чтобы жили они долго и счастливы. Да. Они так это
но все равно сейчас жизнь впереди. И я даже и не знаю, как что сказать, потому что тут ты не знаешь, как все в жизни повернется. Ну С да. одной стороны. Тут не знаешь. Я говорю, живешь одним днем. Кто его знает? Я говорю, как есть пословица, от тюрьмы в сумы не зарекайся. Это правда. И все, тут, я говорю, не знаешь, как, что. И вот это вот еще. И когда я забеременела, они всегда меня спрашивают, когда родишь нам братика или сестренку? Угу. Я говорю, мне хватит вас двоих. Да. Нет, мам. Ну и все, проходит вот это они в интернате, проходит время. Я забеременела. И вот это, она мне звонит, я говорю, ты куклу хотела? Она, какую? Я говорю, ну как какую? А модель она мечтала вот это вот. Я говорю, Настя, ну зачем это нужно, я говорю, ты? Ну и все. Она, мам, я говорю, нет. А какую еще куклу? Ну и начала она, я говорю, нет. Живую хотела? Подожди, мам, какую живую? Ты что, беременная? Я говорю, да. Угу. И как она, мама, правда? Я говорю, да. Ну и все. Я говорю, Настя, будем созваниваться, смогу, приеду, смогу, нет. Там, говорю, беременная, во-первых, в 38 я его родила. Угу. Это. И когда я родила его, ему было, так, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. В декабре 2014 года я попросила двоюродного брата, мы поехали на машине Угу. в интернат показать им брата. У нас есть даже фотографии с ним. Да. Тут они все, это и Галина Васильевна, директора, и все там это. Чего, говорит, я говорю, да вот, говорю, привезла показать братика. Угу. Ой, это какая молодец. Да. Ну хорошо, теперь их трое, да? То есть теперь Да, 4 трое. два да. брата и сестра. Да. Настя, сейчас очень важный такой вопрос. Вот скажи, что бы ты сказала приемным родителям, да, или кандидатам в приемные родители, которые интересуются этой темой и смотрят сейчас твое интервью? Вот что бы ты сказала этим взрослым людям? Ну, это очень ответственный шаг. Это очень. Надо взвесить просто все за и против. Потому что потребуется очень много терпения. На самом деле с приемными детьми сложно. Ну, из себя я не считаю сложным ребенком на тот момент. Ваню не считаю, Лену не считаю и не считаю Данила, ну, который вот из этой вот семьи. А остальные дети, они очень сложные на самом деле, с ними до сих пор, то есть это они сколько, 7 или 8 лет уже в семье, и с ними до сих пор сложно. Я не знаю, я бы не смогла, вот честно. Поэтому нужно взвесить, нужно понять, готовы ли вы к такому, что будет реально, ну как бы, и знаете, сложно не только родителям, сложно и детям. Они попадают в совершенно новую обстановку, новые люди, новое место, новая школа или там садик, все новое. Естественно, ребенку страшно. Кто-то начнет прощупывать границы, начнет проверять родителей на прочность, а кто-то вот начнет скрывать свое истинное лицо за маской вот именно хорошего ребенка. Полюбить сложно. Я сама, то есть я вот обижалась на приемную маму, что вот она Лену любит, Юлю любит, а ко мне вот как-то не очень относится, и там, ну, как бы к ним более теплые отношения были, чем остальным. А сейчас я понимаю, что ну, это невозможно всех одинаково полюбить, невозможно. У меня тоже такое, что вот, допустим, приемную сестру Лену, мне кажется, как будто я люблю больше, чем родного брата Максима. Я не знаю, как так получается. Ну, наверное, потому что я с ней больше времени провела. А с Максимом я очень редко виделась, там раз в год, и все. Поэтому, естественно, у меня с ней будут какие-то более теплые отношения. Это не значит, что я не люблю Максима. Это значит, что просто ну, с ней отношения с Леной более какие-то теплые. И там ну, с другими приемными сестрами, братьями тоже. Кому-то более теплее относишься, кому-то, ну вот, и они к тебе не очень тянутся, и ты к ним тоже. Поэтому очень сложно на самом деле полюбить всех одинаково. И даже если вы не будете любить ребенка, ну и не любите, главное, относитесь хорошо. Да. Настя, завершая наш разговор, я тебя хочу поблагодарить. Ты очень смелая,
Ты самоотверженная девочка, и я уверена, что у тебя все в жизни сложится, у тебя будет прекрасно, у тебя уже есть крепкая семья, замечательная, у тебя обязательно будут дети, и дома у тебя будет полная чаша. Мне очень хочется, чтобы тебя любили, и чтобы вокруг тебя было много-много любви, много. Спасибо тебе за это откровенное интервью. Мне было с тобой очень тепло и приятно. И, конечно, мне очень хочется, чтобы у тебя все в жизни сложилось. Я надеюсь, что эта история не оставила вас равнодушными. Обязательно ставьте лайк, оставляйте свои комментарии, и будем с вами на связи. До следующей недели.